При сахарном диабете многие продукты приходится исключать из рациона, поэтому меню необходимо продумывать таким образом, чтобы получать в достаточной мере питательные вещества и микроэлементы из продуктов, разрешенных к употреблению. И в этом видео мы поговорим про одни из самых полезных продуктов для диабетиков. И начнем мы с темно-зеленых листовых овощей. Помните, что полностью отказываться от овощей ни в коем случае нельзя, потому что данные продукты позволяют компенсировать дефицит углеводного обмена в организме, который так необходим для нашего здоровья. Нужно есть больше тех овощей, которые содержат клетчатку. И давайте разберемся, почему же овощи полезны при диабете. Во-первых, как уже было сказано, они несут ответственность за ускорение процессов углеводного обмена. Во-вторых, они снабжают организм необходимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами, дубильными и многими другими веществами. А еще они способны ускорить обменные процессы, что является немаловажным при диабете. И наиболее полезными являются темно-зеленые листовые овощи. Они низкокалорийны, имеют низкую гликемическую нагрузку, но при этом содержат много микронутриентов и богаты пищевыми волокнами, витаминами и минералами. И перед вами сейчас список основных темно-зеленых овощей. Особенно я хочу выделить шпинат, брокколи и различные виды капусты. Зеленый листовой шпинат – это один из самых ценных растительных продуктов для лечебно-профилактической диеты при сахарном диабете 2 типа. Он содержит много фолиевой кислоты, бета-каротина и витамина К. Шпинат – это отличное дополнение к белковому омлету на завтрак. Свежие листья можно использовать для приготовления витаминных салатиков с низким содержанием углеводов на обед или ужин. А сушеный или консервированный шпинат хорошо добавлять к другим полезным ингредиентам супов или запеканок. Один из самых полезных овощей для людей с диабетом – это брокколи. Одна порция брокколи содержит большое количество витамина С и магния. Наблюдения за больными диабетом позволили убедиться в том, что брокколи способна защищать организм от влияния свободных радикалов, которые высвобождаются в ходе обменных процессов. Ценные элементы этого овоща помогают понизить цифры сахара в крови. Еще хочу отметить, что брокколи богато лютеином и зеаксантином, и они защищают глаза от разрушающих диабетических факторов. Переходим к белокочанной и краснокочанной капусте. Данные представители семейства капустных дают возможность без особых финансовых затрат разнообразить питание человека с диабетом и добавить в рацион витамины К, С и антиоксиданты. Кроме того, капуста содержит марганец, клетчатку и витамин В6. Брюссельская капуста занимает далеко не последнее место в меню пациентов с диабетом. Помимо низкой калорийности, эти миниатюрные кочаны отличаются большим содержанием витаминов А, С, фолиевой кислоты и клетчатки. Как и другие представители семейства крестоцветных, брюссельская капуста, по мнению экспертов, помогает предотвратить некоторые виды рака. Еще один замечательный низкоуглеводный овощ – это цветная капуста. Он богат витамином С, клетчаткой, калием и фолиевой кислотой. Цветная капуста – это достаточно универсальный продукт, который можно употреблять сырым, жареным или приготовленным на пару. Из огромного числа молочно-кислых продуктов греческий йогурт наиболее ценный для тех, кто болен сахарным диабетом. Несколько медицинских исследований, независимых друг от друга, показали, что данный кисломолочный продукт содействует потере лишних килограммов у пациентов с диабетом 2 типа. Ценные свойства греческого йогурта объясняются высокой концентрацией пробиотиков. Активные компоненты греческого йогурта оказывают сахароснижающее действие и помогают больным диабетом защититься от сердечных патологий. И ключевое отличие греческого йогурта от обычного в минимальном количестве углеводов. Эти особенности и позволяют больным сахарным диабетом потреблять мало калорий и придерживаться оптимальных показателей веса. Следующий отличный продукт для диабетиков – это орехи. В этом продукте есть все, чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови и даже снизить риск развития обострения сахарного диабета.
Давайте поговорим о том, какие именно орехи можно употреблять в пищу и в чем заключается их ценность для здоровья. На первом месте будет миндаль. Миндаль богат аргинином, и, чтобы вы понимали, это аминокислота, которая участвует в расслаблении сосудов, за счет чего они становятся более эластичными и улучшается прохождение крови. В составе этого ореха много различных микроэлементов, таких как магний, цинк, железо и витамины группы В, А, С и Е. Миндаль бывает двух видов – горький и сладкий, но большую пользу для диабетика принесет именно сладкий миндаль, потому что он восстанавливает восприимчивость тканей и клеток организма к инсулину. Следующий в списке – фундук. Этот орех содержит огромное количество минералов и витаминов, в результате чего активизируется циркуляция крови и укрепляется иммунитет. Фундук имеет низкий гликемический индекс, что крайне важно для людей, имеющих сахарный диабет. А по своему химическому составу фундук близок к рыбьему жиру, который полезен при сахарном диабете. И далее идут фисташки. Фисташки очень полезны для диабетиков, так как могут снижать выработку гормонов, отвечающих за аппетит. Это позволяет контролировать массу тела, что особенно актуально при диабете второго типа. Также фисташки богаты белками, клетчаткой и минералами, что благотворно влияет на пищеварительный тракт. Эти орехи имеют низкий гликемический индекс, и они менее калорийны, чем многие другие орехи, что делает их предпочтительными для людей с диабетом. При сахарном диабете нужно следить за уровнем сахара в крови и холестерина, чтобы этот уровень не был выше нормы. Грецкий орех также способствует снижению уровня глюкозы в крови, а благодаря своему низкому гликемическому индексу подходит для рациона диабетиков. Несмотря на такой низкий гликемический индекс, калорийность достаточно высокая. Съев несколько ядер грецкого ореха, можно остаться сытым на пару часов. Ядра грецкого ореха благотворно влияют на метаболизм. В их состав входит йод, витамин С и ненасыщенные жиры. Рекомендуется употреблять не более 5 ядер в сутки. Следующий продукт, рекомендованный при диабете, это фасоль. Фасоль – это природный поставщик антиоксидантов, пектинов, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, калия, магния, фосфора и железа. В ней много пищевых волокон, присутствует йод, цинк и хром. Эндокринологи и диетологи рекомендуют пациентам с таким диагнозом употреблять стручки и зрелые бобы в оздоровительных целях. Растительный продукт хорошо насыщает и быстро усваивается. Содержащиеся в нем элементы участвуют в кроветворении, они очищают организм и укрепляют нервную и иммунную систему, а также предупреждают отечность и улучшают зрение и состояние зубов. Высокий процент цинка способствует выработке инсулина, что снижает угрозу комы при диабете первого типа. А йод, в свою очередь, регулирует работу эндокринной системы, которая тяжело справляется с перегрузками при повышенном сахаре. В общем, это целый микс полезных свойств при сахарном диабете. Фасоль относят к продуктам с низким гликемическим индексом. Употребление бобов не вызывает резких скачков глюкозы в крови и поддерживает ее стабильный уровень. Насчет сортов фасоли. Диабетикам позволено включать в рацион любые сорта, но хочу обратить ваше внимание на консервированную фасоль. Учтите, что хоть ее и можно использовать при диабете, но она теряет до 30% витаминов и минералов. Сырую фасоль также можно употреблять, но при условии, что у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Следующий разрешенный и полезный продукт при сахарном диабете – это рыба жирных сортов. Жирную рыбу рекомендуют вводить в рацион благодаря высокой концентрации омега-3 жирных кислот. Эти элементы незаменимы для здоровья сердца и кровеносных сосудов. Больные сахарным диабетом должны постоянно употреблять в пищу жирную рыбу, для того, чтобы снизить уровень триглицеридов, которые повышают вероятность развития обострения сердечных расстройств, в том числе и инсульта. DHA и EPA – это полиненасыщенные кислоты, необходимые для строения кровеносных сосудов, кожи, сетчатки глаз и нервных волокон.
Они способны снижать признаки воспаления и активизируют функции артерий после приема пищи. В ходе одного из экспериментов пациентам преклонного возраста, мужчинам и женщинам, предлагали жирную рыбу 5-7 дней в неделю на протяжении 2 месяцев. Контрольные анализы показали уменьшение показателей маркеров воспаления и триглицеридов. Жирная рыба – это источник качественного белка, способствующего сохранению нормального веса. Рыба устраняет чувство голода и активизирует обменные процессы. Помимо перечисленных продуктов, советую вам добавить в рацион такую вкусную пряность, как корица. Она помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину. Также она полезна при гипертонии и снижает концентрацию сахара в крови при систематическом употреблении в требуемых дозировках. Еще она улучшает общее самочувствие и положительно влияет на метаболические процессы. Важно понимать, что сахарный диабет не является каким-то приговором на всю жизнь. Он лишь накладывает на человека определенные обязательства касаемо диеты и физической активности. Правильное и сбалансированное питание имеет первостепенное значение при любом типе диабета. И хотя снижение углеводов и насыщенных жиров в рационе способствует снижению веса, избытком которого часто страдают диабетики 2 типа, очень важно изменение самого образа жизни и пищевых привычек. И если при диабете 2 типа хороший эффект в снижении уровня сахара в крови достигается не только правильно подобранными продуктами, но и комплексом физических упражнений, то при диабете 1 типа питание занимает главенствующую роль. А вы придерживаетесь правильного питания? Какие блюда вы предпочитаете готовить? Напишите об этом в комментариях. Надеюсь, это видео было вам полезным. Будьте здоровы и не забывайте проходить плановые обследования у врача. Всем огромное спасибо за просмотр!